Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, мы посмотрим, что же важно для вас знать на ближайшую неделю. Сейчас это стихия вода, знаки зодиака раки, скорпионы и рыбы. Как всегда я говорю вам, не забывайте про акцендент. Планеты, да, влияют на наше внутреннее состояние, на наше настроение и на нашу энергетику. Соответственно, они влияют на то, что с нами происходит. Поэтому смотрите свой знак зодиака и знак зодиака своего акцендента для полной картины. Поэтому я в свое время и начала делать именно по знакам зодиака, а не только по стихиям. Раньше я делала в самом начале, когда начала делать прогнозы, я их делала только по стихиям. Ну а сейчас по знакам зодиака, да, в пределах стихии, но так просто легче разделить и легче построить видео. Ну что, в конце, как всегда, 3 карты на исполнение желаний. Сегодня это, как и в прошлый раз, послание стихий Ларисы Ренар. Ну а сейчас сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной. Как всегда, по одной карте на каждый знак зодиака и карта совета для всей стихии. Надеюсь, вы готовы, вы улыбнулись. Я начинаю со знака зодиак Рак. Ну что, хорошая неделя, мои дорогие раки. Перестаньте пятиться назад, вперед и только вперед, говорит эта карта. Да у вас и не будет времени на то, чтобы пятиться назад. Раки, они очень неуверенные в себе очень часто люди. И, соответственно, они не уверены в том, бывает, что могут достичь победы, что могут достичь чего-то. Это не все. Но смотрите, люди, которые смотрят меня, это люди, которым нужен совет, это люди, которым очень часто нужно какое-то направление для того, чтобы действовать, для того, чтобы менять что-то в своей жизни. Ведь если у человека все прекрасно, и он или она на том уровне, на котором они хотят быть, вряд ли они будут смотреть прогнозы таролога. Может быть, еще прогнозы астролога для того, чтобы понять, что же происходит с планетами и что лучше делать, что не делать, вот в меньшей степени будут смотреть действительно расклады на картах. Но, опять же, если таковые смотрят меня, у кого все прекрасно и кто просто смотрит меня для того, чтобы получить определенные советы, а не направления, пишите под видео, я буду вам благодарна. Я буду знать, кто еще меня смотрит. Ну так, давайте вернемся к ближайшей неделе для раков. У вас неделя победная. У вас неделя, когда вы действительно при помощи ваших действий, при помощи того, что вы будете целеустремлены, вы можете достигать. Вы можете улучшать дела в бизнесе для тех, у кого свой бизнес. Вы можете улучшать отношения для тех, у кого есть задачи или проблемы в отношениях. Вы можете улучшать свое здоровье, побеждая болезнь, именно настраиваясь и двигаясь в сторону выздоровления.
Поэтому также на работе. Для тех, у кого долгие проекты, нелегкие проекты, могу сказать, что вот ближайшая неделя очень важна именно в продвижении к окончанию проекта, в продвижении к получению результата от проекта. Поэтому двигайтесь, достигайте, все в ваших руках. Ну и, конечно, ваш победный настрой очень важен в ближайшую неделю. Скорпионы, вот у вас уже, могу сказать, что неделя, когда вы можете выйти на другой, более качественный уровень. Это может касаться как работы, карьеры и бизнеса. Тут даже могут быть поступления предложений для повышения в должности. Тут может быть повышение заработной платы. Тут могут быть какие-то известия, что ваш проект успешен и похожие проекты идут к вам в ближайшее время. Это значит, что вы будете делать что-то похожее и получать за это вознаграждение. Тут идут, если говорить о межличностных отношениях, идет улучшение межличностных отношений, и даже для некоторых из вас смена статуса отношений. Потому что по девятке пентаклей это еще и карта невесты. Для тех, кого это интересует, для тех, кто ждет предложение руки и сердца от своего молодого человека, могу сказать, что есть все предпосылки для этого. Единственное, чтобы сами не отдалили это, отпустите, улыбнитесь, поблагодарите уже про себя своего партнера за предложение руки и сердца. Тем самым вы и приблизите это все. Поэтому улучшение здоровья, может быть, не полное выздоровление, потому что это все-таки девятка. Это не десятка и не туз, но это улучшение здоровья 100%. И тут тоже очень важен ваш настрой. Поэтому принимайте, мои дорогие скорпионы. Единственное, что в ближайшей неделе вы, наверное, еще и по моей речи услышали, потому что это пентакли, все будет идти не так быстро, как вы этого любите. Вы все-таки более такие быстрые, резкие, но все равно овчинка выделки стоит. Пусть помедленнее, но результаты будут. Ну и рыбки. Ну что, мои дорогие рыбки, особенно для девочек, будете в своей стихии, будете плавать, будете наслаждаться. Именно вот все, что будет происходить в ближайшую неделю, будет гармонировать с вами. Но это значит, что ухудшений уж точно не будет. Могут быть только улучшения. Могу вам сказать, что будет вам легко созидать, делать все, что вы делаете обычно. Может быть, это даже рутинные какие-то дела, но все это будет не просто на автомате, а действительно легко. И я хочу сказать, что даже некоторые из вас в самых рутинных делах найдут вдохновение. Но это не только для девушек, это и для мальчиков тоже. Мои дорогие мальчики, я хочу сказать, что если ваша девушка тоже стихия вода, она готова услышать от вас что-то более серьезное, чем то, что предлагали вы ей раньше. Да, она натура романтичная, она натура, которая любит все эти цветы, можно даже сказать, некоторые мягкие игрушки. Вот такое, она любит романтику. Но в то же время, при всей этой любви к романтике,
ее интересуют более серьезные отношения. Для кого-то из вас это очень актуально, поэтому я и увидела. Ну а так, для всех остальных, мои дорогие рыбки, ну и включая меня, кстати, скоро в феврале начнется, сейчас же у водолеев дни рождения, а вот очень скоро начнутся дни рождения рыбок, ведь в конце февраля зайдут рыбки, и мы начнем праздновать наши дни рождения. А я уже поздравляю водолейчиков, у которых на сегодняшний день уже было день рождения, потому что ведь ваш знак зодиака зашел 21, по-моему, января. Это надо посмотреть, это... Вы знаете, что разные календари по-разному показывают. Некоторые показывают 20-го, 21-го. Ну, неважно. Вот у тех, у кого на сегодняшний день было день рождения, или вы сегодня его празднуете, я вас поздравляю. И желаю, чтобы вы были счастливы по умолчанию. Ну что, совет для стихии. Не разрешайте событиям из прошлого портить вам настроение или портить события в вашей жизни. Если ваше прошлое охотится за вами, значит, вы его не отпустили. Знайте, что если это что-то произошло в прошлом, это не значит, что оно должно повториться. В ваших силах остановить повтор прошлых событий, особенно негативных, отпустив их, поблагодарив за опыт и сказав себе, что я свободен или я свободна от прошлого. Вот такая интересная неделя у стихии вода. Ну а сейчас загадывайте ваши желания. Мы посмотрим, что же с ними произойдет в ближайшую неделю. И, соответственно, может быть, однозначно исполнится, а может быть еще нет. Советы точно. Эти карты же дают еще советы на то, что же сделать, чтобы желание исполнилось и долгожданная цель была достигнута. Ну что, надеюсь, вы сформулировали свое желание, надеюсь, вы правильно его сформулировали. Я всегда говорю, пишите, записывайте, имейте вот какой-то блокнотик, имейте какую-то тетрадочку, просто пишите, попробуйте. Результат просто обалденный, простите. Пишите, пусть это даже одно и то же желание каждую неделю. Пишите, пишите, пишите. Вы знаете, когда вы пишете, у вас срабатывает, вы же пишете, у вас срабатывает ваша моторика, срабатывают глаза, и вы, когда пишете, вы же повторяете про себя. Хотите вы этого или нет, вы про себя повторяете то, что вы пишете. И, соответственно, вы можете еще быстрее ввести в ваше подсознание вот эту энергию вашего желания, и оно будет работать на исполнение вашего желания быстрее. Ну что, раки, вот тут я могу сказать, что ваше желание может исполниться, но подход к исполнению вашего желания должен быть нестандартным. Поступите так, как никто не ожидает. Сделайте что-то, что вы никогда не делали. Проявитесь по-другому, и ваше желание начнет исполняться. Ну и еще, не злитесь, если желание даже не начинает исполняться, ведь ваш гнев и отдаляет исполнение вашего желания. И всегда помните, что только отпустив желание, концентрируясь
несколько раз в день на результате, на том, что вы уже получили желание, а все остальное время благодарить и делать свои каждодневные дела, желание исполнится неожиданно. Неожиданно вы получите какой-то знак, и желание начнет исполняться. Скорпионы. Смотрим. Мои дорогие скорпионы, первое, что могу сказать, что скажите нет тому, что разрушает вашу жизнь. Избавьтесь от того, что мешает вам в вашей жизни. Приведите ваши мысли, эмоции в порядок, и тогда ваше желание исполнится. По шестерке Земли обычно, если карта «да-нет», неоднозначный ответ. Я бы сказала, что в ближайшую неделю есть шанс, но не очень большой. Но вот дальше, если вы прислушаетесь к советам, желание исполнится. Ну и рыбки. Смотрим. Я могу сказать, что немножко терпения, меньше усилий, больше концентрации. И тогда ваше желание исполнится. Вот именно по этой карте в ближайшую неделю вряд ли. Но если вы действительно перестанете прилагать усилия, если вы действительно сделаете паузу, отпустите желание, то оно начнет исполняться практически сразу. Ну а для некоторых из вас оно уже начало исполняться. Просто из-за того, что вы нетерпеливы, вы не видите знаков Вселенной. Ну вот и все. Вот такая была неделя, будет неделя, простите, пожалуйста. Ну, а я, в свою очередь, желаю вам всего самого-самого лучшего, счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, и оно никак не зависит от внешних обстоятельств. Научитесь быть счастливыми.